привет! Меня зовут Елена Токарева, и я приветствую вас на своем YouTube-канале. На своем канале я делюсь всеми техниками, практиками, навыками, всем своим опытом, который делает мою жизнь лучше с каждым днем, и все всегда происходит так, как я хочу, и даже лучше. Я благодарю вас за просмотр, я благодарю вас за то, что вы со мной, за то, что вы всегда пишете мне позитивные отзывы, задаете вопросы, за то, что у нас есть обратная связь и коммуникация. И я благодарю за то, что вас с каждым днем все больше и больше. Я благодарю за эту возможность делиться абсолютно всем тем, что у меня внутри во благо, и сеять определенные семена добра и света, которые рано или поздно прорастут. Так вот, в последних видео я отвечаю на ваши вопросы. И сегодня на повестке дня вопрос, как стать неуязвимым человеком для негатива, как вести себя с негативными людьми и как быть в негативной ситуации. Ведь негативным человеком, этим неким энергетическим вампиром может быть близкий человек, друг, подруга, прохожий, ситуация на работе, ситуация в течение дня и так далее. Как быть, как сохранять вот этот вот баланс и вот эту вот свободу внутри себя, легкость, доброту, как сердечность эту сохранять, когда вот с тебя пытаются вытянуть энергию, да, и продырявить, скажем так, сделать дырочку в твоем кувшине. Первое, что я делаю, сталкиваясь с негативными людьми, да, и с определенным вампиризмом моей энергии, я осознаю то, что этот человек двигается в своей жизни со знаком минус, с вектором в минус. Если он пытается забрать мою энергию посредством негатива, посредством того, что он жалуется, матерится, использует другливые слова и так далее, у него нет энергии. Он живет неблагостную жизнь. И, соответственно, вот эту вот энергию, которую он своим телом и сознанием не продуцирует, он пытается забрать, отобрать у меня. А отобрать у меня он мою энергию сможет в том случае, если на его негатив я реагирую таким же самым образом. Если он потянет меня за собой, то он выиграет и получит то, что он хочет. Первое, что я делаю, я проявляю сострадание к этому человеку. Мне очень жаль. Я люблю тебя, я понимаю тебя, но мне очень жаль, что ты оказался в такой ситуации, когда у тебя нет энергии, ты не в ресурсе, твоя жизнь со знаком минус, ты деградируешь. Любой человек, который в негативе, в недовольстве, который жалуется, осуждает, завидует и так далее, он двигается со знаком в минус. И мне очень жаль. Я делаю мысленно практики прощения этому человеку, я посылаю ему любовь. Мне очень жаль, я посылаю тебе добро, я желаю тебе счастья. Я хочу осветить твой путь. Опять-таки, если ты выберешь двигаться со знаком плюс и идти посредством этого света, мне очень жаль. Следующее, я представляю вокруг себя некий такой золотой купол. Моя энергия, моя аура, мое тело под защитой. Я представляю, что этот купол некий такой щит. И человек, который нападает на меня энергетически, он наоборот этой энергией усиливает мой щит, потому что он его не пробивает до меня, не долетает то, что он сделал, это все остается в его руках. И этот щит, этот купол, он трансформирует все в свет и любовь. И я становлюсь сильнее, мощнее. Моя сердечная чакра, мое сострадание прокачивается благодаря этому человеку. Конечно же, есть определенные ситуации, когда необходимо и ответить, да, человеку, постоять за себя и тому подобное. Всякое бывает, но это с позиции того, что со мной так нельзя. Мне очень жаль, что с тобой так происходит, но со мной так нельзя. И я могу постоять за себя, я могу ответить. Я могу ответить, но так, чтобы мое сердце не было в деструктивной эмоции, не было в минусе, чтобы не было спада энергии. Я отвечаю, тем самым ставя человека на место. И опять-таки я в своем куполе благодарю, все, я под защитой, как бы мое сердце спокойно.
Также мне помогает работа с солью. Я принимаю душ с солью, так как соль впитывает энергию. Я делаю дома уборку с солью. Я включаю дома свечи, которые очищают пространство. Я могу пойти в церковь, чтобы, да, убрать это какое-то напряжение, быть может, с которым я столкнулась. А также есть техника зеркала, да, когда человек кидает в тебя ножи определенные, да, можно мысленно поставить ему зеркало. Что от тебя исходит, тебе же и возвращается. Но я не рекомендую как бы это делать часто, да, особенно если у вас сильная энергетика и сила мысли, сила слова сильная, то это очень сильно может навредить человеку. Как бы я крайне не рекомендую, но как бы есть тоже такая практика, техника. Очень помогает купол, и если необходимо, то заступиться за себя. Сказать, что со мной так нельзя. Мне очень жаль, что с тобой такое происходит. И очень помогает действительно практике прощения, убирать какое-то, да, там внутреннее напряжение, если оно осталось внутри по отношению к этому человеку, обнимать его мысленно, если необходимо. И опять-таки не ввязываться, самое главное не падать вниз, не вариться в этой каше негатива, деструктива и не понижать свои вибрации. И не давать человеку-вампиру, да, энергетическому, то, что он хочет, взять вашу энергию, то есть опустить вас вниз. Такие люди некие определенные проверочки. А как я пройду этот урок с этим человеком? Смогу ли я сохранить тот свет, да? Смогу ли я сохранить тот ресурс, ту энергию, которая внутри меня? Это об этом. Сострадание к человеку, понимание, любовь, умение видеть в этом человеке Бога, несмотря ни на что, что бы он ни сделал, что бы он ни сказал и так далее. И со временем, когда вы научитесь через сердце смотреть на людей, на ситуации и держать свою чашу под контролем, не сливать энергию. Допустим, да, на дороге люди ругаются, водители часто ругаются, обмениваются матерными словами и так далее. Зачем они это делают? Можно же просто проехать мимо, да, ну случилась какая-то непредвиденная ситуация, но окей, улыбнулись и поехали дальше. Нет, надо облаять друг друга. Еще и третий подключится, тоже начнет ругаться. Или там бабушки на базарах ругаются. Ну, зачем это делать? Зачем ввязываться в это? Видите эту ситуацию? Вы посылаете ей любовь. Но ни в коем случае не играете вот эти вот игры деструктива. Зачем? Зачем прокачивать в себе какие-то качества, какой-то негатив, ввязываться в ссоры там, и так далее? Я всегда стараюсь максимально экологично с этого выйти. Из любой ситуации, с которой я сталкиваюсь. И чем больше я прокачиваю свое сердечко, прокачиваю сострадание, понимание, умение видеть Бога в другом человеке, тем меньше со мной ситуаций происходит таких подобных, и тем меньше людей встречается, которые пытаются вытянуть мою энергию, потому что на уровне энергетики они понимают, что все это не работает. Я под защитой, я в своем куполе, и он настолько сильный, что это вы, наоборот, его подпитываете тем, что я не реагирую. Это не в моем поле зрения, это ваша матрица, матрица негатива. Как бы в моей жизни это крайне редко происходит. Я крайне редко обращаю внимание на какие-то такие ситуации, а тем более вообще в них ввязываюсь. Как бы это вообще не мое, и как бы я не вижу смысла сливать свою энергию, отдавать свою энергию, а потом не знать, где ее восстановить и ходить там на природе, в парке, чтобы хоть как-то восстановиться. Ну, зачем? Я собственными руками выбираю создавать рай в своей жизни, своими мыслями, действиями, фокусом своего внимания и так дальше. И шаг за шагом, прокачивая себя в этих моментах с этими людьми, вы будете улучшать качество своей жизни, качество своей реальности, улучшать работу сердечка. И все меньше и меньше такого будет происходить в вашей жизни. Я рекомендую вам попробовать. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я благодарю вас за вопросы. Если это видео будет кому-то полезно, по вашему мнению, делитесь ссылкой.
До скорых встреч!